Всем привет! Сегодня на обзоре у часового довольно интересный EDC-шник от Icebeam, моделька UC20. Чем же она интересна? Во-первых, она имеет довольно-таки плоский дизайн. Поставляется вот в такой упаковке. Максимальная яркость 1000 люмен, минимальная 5 люмен. Также есть ультрафиолетовый, есть красный свет. Не забыл производитель и от тактической кнопки, либо экшен кнопка, либо кому как нравится. Позиционируется он как для кемпинга, так и для прогулки с собакой, чтения, ремонта. В общем, все, что вам может пригодиться, этот фонарик по идее должен выполнять. Я предварительно посмотрел небольшой обзор, где его очень уж сильно облизывали. Да, его нет. Это просто офигенно. Фонарик действительно тает в руках. Поэтому давайте сделаем адекватный обзор. И если он в процессе обзора поломается, ничего страшного. У производителя 5 лет гарантии. Это, в общем, может пригодиться. К примеру, у Nightcore у меня это часто пригождалось. Запаковано хорошо. А как это распаковать? Получилось. Смотрим комплект. Фонарик. И вот такая вот плоская коробочка. И в плоской коробочке у нас инструкция, запасная резиновая заглушка. И, конечно же, кабель, как же без него, Type-C, USB. И, собственно, сам фонарик. Кстати, по бокам какие-то углубления, скорее всего, куда-то он должен крепиться, разберемся чуть позже. С обратной стороны мы видим 6 торксов, также видим вот такую вот клипсу двойную, которая крепится на 3 торксах. Сверху у нас клавиши включения, выключения. Передняя часть довольно интересно обыграна. Давайте, кстати, снимем защитную пленочку. Обещают закаленное стекло. Довольно интересно обыграна передняя часть. У нас вместо 4 винтов есть 2 винта, а вместо 2 у нас стоит ультрафиолет и стоит красный светодиод. Если убрать вот эти 2 винта, то можно еще поставить 2 каких-нибудь светодиода, либо же 2 лазера, и будет вообще отлично. Проверяем плотность данной заглушки. При желании открывается довольно-таки легко, но случайно, учитывая, что кнопка сверху, естественно, вы ее зацепить не сможете. Почему-то в отзывах все отзываются о том, что он очень легко ощущается в руке. Я бы этого, если честно, не сказал, а весы скажут 85 грамм. 85 грамм это не так уж мало для такого размера фонаря. На самом деле фонарик не маленький, и давайте проверим его размеры. Ширина 25 мм, толщина 15 мм, а длина 132 мм. 13 см это, я вам скажу, не очень короткий фонарик. Попробуем, насколько удобно его носить в кармане. А пока мне нужно походить с ним хотя бы несколько дней, для того, чтобы сформировать какие-то осмысленные выводы. В руке лежит он приятно. Но, опять же, габариты, сами видите, не мелкие. Я думаю, в карман он должен влезать, вот, скажем так, по вот эту вот клипсу. Будем на него посмотреть, потому что фонарик не дешевый, все-таки $60 стоит и должен быть качественный, хорошо светить и, естественно, быть удобным в использовании. Итак, я больше недели пользовался данным фонариком и могу вам сказать, получился очень интересный EDC-шник. Вначале я переживал, что большая длина и, возможно, будет неудобно носить в кармане. Но оказалось, что за счет вот такой вот скругленной формы и довольно плоской толщины он очень удобно размещается в кармане. Вот таким образом это выглядит. Также можно хранить в рюкзаке. А вот при креплении на кепку возникают нюансы. Я взял самую тонкую кепку, которую нашел. На тонкую кепку вы сможете закрепить. Когда я брал другие кепки, было напряжно и до конца я не доводил, потому что было ощущение, что может что-то произойти, а на самом деле, возможно, надо быть смелее, клипса крепкая. По основному свету у нас стоит светодиод SFT25RH LED, и за счет довольно направленного центрального пучка и малой боковой засветки, как видите, угол совершенно небольшой, 1000 люмен бьет на 220 метров. Центральное пятно выражено четко и хорошо пробивает даже с минимальных режимов. Вот таким образом это выглядит. А если в воздухе много пыли, то даже сам пучок можно рассмотреть. А вот таким образом в довольно сложной обстановке засветы сверху, пробивает центральный луч, да и боковая засветка вполне себе хорошая, как видите, все кусты освещены. Режимы все переключаются довольно-таки логично. Долгое нажатие включаем минимальные 5 люмен. Повторюсь, я бы хотел 1. Одно нажатие мы переходим в основной режим, и здесь у нас 60, 200 и 450. А вот таким образом они по очереди переключаются. А вот таким образом это выглядит на улице. А если вам мало, вырубаем турбо. И вот включение режимов турбо и стробоскопа здесь довольно-таки интересно. Кстати, и стробоскоп, и турбо работают в 1000 люмен. Зачастую на стробоскопе экономят. Итак, у нас есть небольшое подпружинивание, и первое прожатие у нас включает турбо. Держим 5 секунд, и данная турбо фиксируется. Для выключения еще раз нажимаем. И если нужен стробоскоп, прожимаем турбо,
Чуть-чуть дальше нажимаем, идет у нас стробоскоп. То же самое, 5 секунд держим, оно фиксируется и точно так выключается. Все довольно-таки логично и понятно. Ношу я его вот таким образом. Клипса упирается в указательный палец, и под большим пальцем у нас получается кнопка включения. И такой получается удобный, хороший фонарик. В мою руку ложится просто шикарно. Многие в обзорах жаловались на вот эти вот лишние надписи. Согласен, умному они не нужны, а дураку они не помогут. Но я думаю, это связано с каким-либо законом, что нужно предупредить пользователя, яркий свет, можете повредить глаза и т.д. и т.п. Насчет тактической кнопки можно по-разному ее называть, но на самом деле она вызывает просто турбо и режим стробоскопа. Для режима самообороны я бы фонарики меньше 5000 люмен, наверное, бы не использовал, потому что без газового баллончика это чревато. А вот если есть газовый баллончик, то почему бы параллельно и не засветить? Сам же принцип работы, как дополнительного яркого света, здесь отработан отлично. Вы светите 60 люмен, просветили вдаль, отпустили, возвращаетесь назад 60 люмен, и это очень-таки удобно, на мой взгляд. И здесь довольно-таки яркий красный свет. А вот таким образом светят 8 люмен, а вот таким образом светят 23 люмена. Вы скажете слабо, а посмотрите, как они светят в подъезде. А вот таким образом они светят на улице. И 23 люмен вполне себе достаточно, чтобы освещать дорогу. Без косяка не получилось, к сожалению. Включается красный свет только через белый. На мой взгляд, оптимальный вариант. Зажимаете, включаете минимальный режим и после этого 2 раза нажимаете, переходите в красный. Потому что если у вас вдруг был включен режим на 400 люмен, естественно, вы будете прыгать в красный через него, и ваше ночное зрение улетит очень далеко. В новой ревизии неплохо было бы обновить и убрать вот этот вот небольшой косячок. А 3 нажатиями мы переходим куда? Правильно, в ультрафиолет. А вот здесь не указано, какая у него яркость, но сам ультрафиолет, я замечу, имеет, к сожалению, лишнюю паразитную засветку. А вот смотрите, я свечу на жука на улице, и особых отличий от красного света, честно говоря, не вижу, кроме самого цвета. А вот таким образом он светит в ванной. Глазом я вижу следы, например, от мыла, либо же от порошка. Они получаются более светлые. Глазами я этот цвет вижу постоянно, а вот, к сожалению, на телефон только так вот получается его словить. Если взять реальный без паразитной засветки ультрафиолет, то, естественно, по стенам будет довольно много следов, которые хорошо бы вытереть. А вот с этим ультрафиолетом все получается практически идеально. Глазом я вижу, они есть здесь небольшие следы, но передать вам это не могу. Вывод понятен. Светодиод работает, но, к сожалению, так себе. И учитывая такую паразитную засветку, я бы сменил светодиод на другой, потому что он немножко не дотягивает до уровня фонаря. Я бы сделал его ярче и без вот этой вот паразитной засветки. То есть хорошо, что он есть, но хотелось бы без вот этих вот лишних засветок, потому что его основная цель какая? Правильно, определить, например, купюру или найти следы жизнедеятельности. Но, к сожалению, вот смотрите, как мы светим на купюру. Это совсем не значит, что полтосик поддельный. Нет, это просто очень большая паразитная засветка. И то, что мы должны были увидеть, к сожалению, мы не видим. Также фонарик имеет защиту IP68, то есть можем погружать под воду. Также есть режим блокировки кнопки. Долгое удержание. И вот теперь он заблокирован. Есть индикация заряда. Как видите, кольцо вокруг кнопки горит зеленым. Это значит, что у нас больше 30% заряда. Если будет гореть красным, значит меньше 30%. А если начинает мигать, чувак, бежи, заряжай и не читай инструкцию. Судя по данной картинке, нам обещают, что если вы наедете на данный фонарик сгенерированной машиной, то ему ничего не будет. Я думаю, если вы наедете реальной машиной, он будет поцарапанный, и есть вероятность, что клипсе придет конец. Но это не факт, но проверять не буду. А вот если вам интересно, чтобы я разобрал фонарик, напишите об этом внизу. Если будет достаточное количество желающих, то без проблем разберу. Небольшой шортик сниму. Возможно, вам интересно, что же внутри в этом фонарике. Вот такое вот время работы рисует производитель. И я вполне себе верю. Единственное, линии, скорее всего, будут не такие ровные. И вот такое время работы от производителя мы видим. 5 люмен 63 часа, 450 люмен 1 час и почти 8 часов на 60 люменах. Для 1000 мА это вполне себе достойные показатели. И еще раз покажу, вот таким образом он светит на улице, может пробивать даже реку. 1000 люмен в режиме турбо хватает для любых ситуаций. И если вам нравится форма данного фонаря, то смело могу вам рекомендовать. Единственное нарекание на ультрафиолет. А вот небольшой угол засвета, на мой взгляд, даже плюс. Его вполне себе хватает для того, чтобы гулять ночью, прогуливаться с собакой, и он максимально эффективно использует 1000 люмен, которая есть в данном фонаре. Мне данный фонарик понравился, могу смело его рекомендовать для прогулок ночью, для выгула собаки и для любых других ситуаций. Но, к сожалению, пока не поставят хороший ультрафиолет, 5 я бы ему не ставил. Если обзор вам был полезен, ставим лайк внизу, мне это помогает делать новые обзоры, а вам это совершенно не сложно.